Приветствую вас в сей чудесный вечер, мои дорогие наблюдатели. Скажите, что вы знаете о шарах? Футбольные шары, баскетбольные, волейбольные, гольфовые, боулинговые, шары для бильярда и так далее. А что вы знаете о иностранных шарах? О да, тренд, не потерявший свою популярность за столько-то лет. Пародии, анимации и меме есть что в англо, что в русскоязычной аудитории. Однако мне до этих иностранных колобков было как-то фиолетово. До определенного момента. Дело было в июне 22 года. Я в очередной раз смотрела тот формат, благодаря которому обычно и знакомилась с новыми лицами на ютубе. Реакции. И в этот раз была реакция, думаю, вы уже догадались, на видео формата Country Ball. Меня зацепило качество анимации, озвучки и задников, поэтому я решила перейти на оригинал. Итак, в моей интернет-бытовухе появился Мистер Сферический. Это чем-то напоминало Мудрёныча, только поцветастее и больше голосов. Моими личными фаворитами стали битва за замок Итер и кто начал Первую мировую войну. Конечно, иногда могли возникать некоторые исторические неточности, о которых люди часто писали в комментариях. Но в принципе, если воспринимать это как шоу, которое вдохновляется реальной историей, а не цитирует ее напрямую, можно получить от него удовольствие. И да, те, кто также следили за каналом Сферического, знают, что в этот период появились на свет еще 3 шоу. Шаранутая работа, что повествует о опыте работы в различных компаниях, от Макдака до Твиттера. Наше тело, название говорит само за себя. И, конечно же, Шаранутый космос. На тот момент уже успела выйти парочку эпизодов, где всеобщую атмосферу можно описать как-то так. Это сраный лес суицидальных овощей, вот это вот тупое авокадо, неадекватный лук и кусок мяса. И думаю, лучше будет сказать это сейчас. Дело в том, что авторы выпускали видео не в хронологическом порядке, а так как им было, видимо, удобно. Поэтому для лучшего понимания, что, где и когда, я советую включать их в плейлист «Большой взрыв», где все серии лежат в хронологическом порядке. И по нему же я буду ориентироваться, чтобы пересказать вам сюжет. Завязка всей истории начинается с того, что парень средних лет после долгих тренировок отправляется в командировку бороздить космические просторы. Но вместо обуздания окружающей его красоты в полнейшей тишине, тот натыкается на говорящие планеты. И они сразу же дают ему погоняло Астрочел. А так как его реальные имена нам так и не довелось узнать, будем называть его так же. Итак, столкнувшись с истинным положением дел в космосе, Астрочел, как и любой нормальный человек в такой ситуации, думает, что сошел с ума. И вначале вся его линия сюжета строится на том, как он пытается привыкнуть к новым собеседникам. Поначалу избегая их и едва решаясь на разговор, а к более поздним сериям спокойно ведет диалог и добавляет фактики от себя. И уже подадаптировавшись, чел наконец начинает потихоньку реализовывать свою миссию. Его несуществующая нога ступит на поверхности Венеры, Марса и многих других тел. Параллельно нам будут рассказывать интересные факты про них. Но мы же не одним Астрочелом едины. Сериал ведь называется «Шаранутый космос». Так что давайте ознакомимся с другими персонажами. Земля – первый из 9, кого встречает Астробой. Открытая, дружелюбная, любит космопокер, но не умеет проигрывать и через силу признает свои проступки. Марс – лучший друг Земли, такой же открытый, готов подсобить и помочь, если нужно, но когда Земля сильно зазнается, старается ставить ее на место. На самом деле, всем бы такого друга, как Марс. Венера. При первом впечатлении был образ этакого вредного старосты, который безукоризненно следует правилам и порядку в их общине, и бесится, что другие не делают так же. Но позже стала просто вредной и вспыльчивой. Меркурий – самый мелкий из каменистых планет, из-за чего ему постоянно прилетают подколы от Венеры. Сам по себе неуверенный и не умеет отстаивать свои права, что в принципе неудивительно с такими-то соседями. Юпитер – самая крупная планета в СС. Да не в этом! Часто выполняет роль советника для планет поменьше. Можно сказать, что является для них старшим братом. Ведет себя спокойно и разумно. Трудно представить, что у такого субъекта найдутся вещи, способные выбить его из колеи. Сатурн – персона позитивная и с высокой самооценкой. В том смысле, что ценит и не стесняется говорить о своей особенности. Ну, то есть о кольцах. Но при этом он очень ранимый, и если на него повысить голос, его это заденет. Уран.
На самом деле, про него будет тяжелее всего рассказывать, так как на ум приходит только его ревность к Сатурну и то, что он часто излагает свои чувства в личном дневнике. Смею предположить, что так же, как и Меркурий, имеет проблемы с самооценкой, но по другим причинам. Нептун, меньший из ледяных близнецов, из-за неимения твердой структуры имеет проблемы в памяти, из-за чего при общении с ним могут возникнуть казусы. Живет на отшибе системы, поэтому большую часть времени проводит в одиночестве. И добивается это тем, что его орбита занимает по времени 165 лет. что и стало причиной его странностей. Но, к счастью, с ним начнут проводить больше времени Уран и Сатурн, так что его шизоприступы практически сойдут на нет. И последним в нашем космогареме будет Плутон. Кто-то может сейчас поспорить, но прошу заметить, что он был в клубе солнечных планет, так что чисто из уважения упомянуть его нужно. Итак, Плутон, как и было выше указано, бывший член Солнечной системы, но из-за недавних объявлений ученых Земли стал никому не нужным изгоем. И когда его в край задолбало одиночество, принял решение найти себе подобных, а именно других карликовых планет. Его арка будет строиться не только на самооценке, как у предыдущих субъектов, но и на его идентичности. Да, ШК еще поднимает современные ценности. Впрочем, вначале нам только закладывают конфликт Плутона. Полноценно его раскроют лишь спустя много серий, так что отложим его до лучших времен. И это были все ключевые лица, что будут фигурировать в сюжете. Ну да, конечно, да, вы можете думать, что я просто огромный светящийся шар. Суть в том, что я ушел, и теперь вы узрите, что будет, если я исчезну. Воу, чувак, остынь, я просто пошутила. Я пошутил. Я никуда не денусь, ребят. Мы будем все вместе вечно. До тех пор, пока не стану сверхновой и не взорву всех вас. Окей. Да, звездочка всего СС — Солнце. И его персонаж... Знаете, думаю, здесь все и так понятно. В общем, да, эта группа лиц будет играть главную роль первые 30-40 серий. Большую часть хронометража мы будем наблюдать за Землей, Марсом и чуток Венерой. Астрочел имел много экранного времени в первых сериях, но отошел на второй план в угоду планетам. Как такового сюжета в первых сериях нет. Мы просто наблюдаем за веселыми похождениями героев с примесью различных фактов о космосе. Что будет, если планеты столкнутся? Что будет, если на орбите будет больше одной планеты? Есть ли на Марсе звук и так далее? В этих эпизодах мы знакомимся с героями, их взаимоотношениями друг с другом, их проблемами и как они себя ведут в различных ситуациях. Первые зачатки серьезности появляются в самом первом большом ролике, не по хронологии «Луна от нас отдаляется», где нам показывают, что у Земли с Луной не самые здоровые отношения. Вообще, еще ранее демонстрировали, что Земля порой просто забывает про существование своего спутника. Но здесь это показывают во всей красе. Когда Земля проигрывает в карты, она начинает выпендриваться, что она единственная среди каменистых планет, у кого есть полноценный большой спутник. А когда ей сообщили, что Луна понемногу от нее отдаляется, то сразу же вывалила всю вину на нее, хотя вторая сама про это не знала. И даже когда им пояснили, что все не так однозначно, их отношения не сказать, что сильно улучшились. Но прям сильных изменений в структуре сериала после этого эпизода не происходит. Нам все еще также будут демонстрировать коротенькие эпизоды с научпопом. А вот полноценной точкой невозврата, что окончательно изменило шаранутый космос на до и после, по моему мнению, стал... Титан! Он самый большой спутник Сатурна и его большой любимчик. Впервые нам его показали в эпизоде про спутники Сатурна, где видно, что он интересуется Землей, так как у него с ней много схожих черт. Каменная структура, вулканы, хоть и ледяные, и подземные воды. Итак, закинтовавшись сперва с Луной, он знакомится с ее планетой. И вторая, узнав про особенности нового собеседника, сразу запаниковала и начала катить бочку. И по итогу ляпнула лишнего про спутников. Спутники должны знать место. Разумеется, Титана такие высказывания не устраивают, и он уходит восвоясье. Спустя некоторое время он находит Астрочела и просит его приземлиться на его поверхность и убедиться, что он никак не может иметь жизнь. И наш дорогой Астрочел, конечно, и рад бы подсобить, но у него есть кое-какие дела, точнее, он с радостью готов ему помочь. Поверхность Титана, конечно, разительно отличается от той же Венеры, но у нашего челика костюм найдется и не на такой случай.
И немного покопавшись, он действительно находит жизнь в подземных водах. Организм на кремниевой основе. Не густо, конечно, но в подобных условиях жизнь может быть только такая. Параллельно с этим к Титану прилетела Луна, дабы извиниться за поведение Земли. Но узнав, что на его поверхности внезапно оказался Астрачел, она потребовала его выпустить. Титан поначалу мнется, но с приходом подкрепления все-таки выплевывает его. Не спрашивайте. В общем, Титоша убеждается, что на его поверхности есть жизнь, а это значит, что настало время хоть что-то делать. Параллельно с этим Сатурн успел заметить, что сын Урана и Геи куда-то делся, и растревожился до такой степени, что на это обратила внимание большая четверка Юпитера – Ганимед, Европа, Каллиста и Ио. Разузнав что да как, они решили чисто прикола ради пойти его искать. Плюс Ганимед хотел помериться характеристиками с самым большим спутником Сатурна. Но, встретившись лицом к лицу, оказалось, что у Титана немного другие планы. Он задумал собрать всех спутников и устроить массовую забастовку. Однако, узнав всю подноготную, Ганимед мягко намекнул, что нужно сделать что-то покрупнее, чтобы планеты восприняли их всерьез. И в итоге их главной целью становится одолеть Землю. Луна, разумеется, подобный мув не оценила, напомнив Титану, что Земля – это дом миллиардов жизней, в том числе семьи Астрачела. Но Титан, в свою очередь, считает, что раз уж у Астрачела есть такой корабль для полета вне Земли, то и все остальные люди могут спокойно улететь. Луну это сильно не обнадежило, и она решила от них уйти. Но Ганимед приказывает Каллисту и Ио ее задержать, вопреки решению Титана. Поначалу все идет не очень, но в процессе потасовки Луна договаривается с Каллисто, что вся эта ситуация может выйти из-под контроля. И в итоге вторая отпускает Луну и говорит всем остальным, что от нее избавилась. Так что Луна может спокойно вернуться к Земле и все ей рассказать. А что же тем временем происходило с виновницей всего торжества? О, там отдельная песня. После всей ситуации с Титаном, Марс не сильно-то хотел проводить время с Землей. И вместо того, чтобы признать неправоту и извиниться, она просто решила закентоваться с Венерой. Разумеется, не объясняя главную причину их ссоры с Марсом. Поначалу Венера относилась к этому со скепсисом, но чисто из-за подколов Меркурия начала вести себя так, будто бы они давние приятели. В общем, зная этих двоих, становится очевидным, какого типа эти отношения. И первое время все было вполне спокойно. Но в один день между Марсом и Венерой случается стычка, чем решает воспользоваться Земля и создать гребаное реалити-шоу «Лучший друг Земли». И вы и так знаете, как работает сюжет в подобных историях. Есть несколько раундов, сначала выиграет первый, а потом второй, у них возникает ничья, и вот настает финальный раунд, где будет решено, кто же все-таки выиграет. Я не буду тянуть резину, в итоге победил Марс. Так получилось, потому что Венера тупо опоздала на запланированное время, и Земля автоматом влепила ей проигрыш. И это становится последней каплей для Марса. Он не просто злится, он срывается на Землю, вываливая всю ее гнилую подноготную. И тот факт, что она дружит с Венерой только ради самоутверждения. По итогу, Земля теряет что старого друга, что нового. И вот, мы наконец пришли к тому эпизоду, что окончательно изменил мое восприятие этого сериала. «Одинокая Земля», часть 1. Начинается он так же, как и закончился предыдущий. Землю все кинули, и она винит кого угодно, кроме себя. Параллельно нам показывают, что отсутствие Луны начало нести за собой резкие изменения в климате и распорядках дня и ночи. НАСА и ООН на взводе. Никто не знает, что делать и как это исправить. Астрачел не выходит на связь и непонятно вообще, где он. Становится очевидным, что долгое отсутствие Луны и, в принципе, кого-либо поблизости делает Землю все более и более нестабильной. И где-то на середине серии происходит вот это. Что этот спутник понимает в том, каково это быть Землей, а? Каково это иметь людей, которые свалятся замертво, если что-то пойдет не так? Я только это и сказала, а теперь они держат меня за какую-то поехавшую! Именно, Земля. Ты не сделала ничего плохого. Титан просто позавидовал. Даже не знаю, чего я так завелся. Вот знаете, до этого в сериале уже были моменты с хорошей постановкой, в основном экшн-сцены, и они выглядели хорошо, спору нет. Но лично у меня они не впивались в мозг, вызывая сильные впечатления. Здесь же не просто постановка, а психологическая постановка, что я просто обожаю. Изначально это выглядит как хотелки Земли, ну то есть то, как она видит всю ситуацию.
но постепенно перетекает в злобу и чуть ли не ненависть к самой себе. Постановка, звук, озвучка, экспрессия – все это сливается в одну большую визуальную и слуховую эйфорию. И финальным аккордом становится концовка всей сцены. Это не... Я терплю твои выкидоны! Я терплю твоих землян на себе! Я помогаю тебе, когда ты попадаешь в неприятности! Я всегда возвращаюсь, а ты... Хватит! Ты знаешь, что я ценю тебя! За то, что я просто луна? Ты сама так сказала, Земля, что мы не можем быть ничем другим. Но знаешь что? Ты меня достала, и я никогда не вернусь! И, пожалуй, на этом я закончу с сюжетом, и мы можем наконец-то перейти к итогу. Так, подожди. Так что же там будет с Землей? Что же там со спутниковой революцией? Что же там в какой-то веке с аркой Плутон? Так, тихо. А это вы должны уже узнать сами. Да, вы меня правильно поняли. Я решила не повторять тактику из прошлого видео и не пересказывать весь сюжет. Во-первых, это сериал, а не мультфильм. У меня только на один сюжет ушло минут 30. Во-вторых, у Шика есть много моментов, которые лучше всего смаковать, когда ты о них в неведении. Так что я решила закинуть удочку с одной такой сценой, чтобы в случае вашей заинтересованности вы насладились ими сами. Ну и в-третьих, у меня не было интереса рассказывать про дальнейшие события. Я ранее рассказывала, что именно этот эпизод изменил мое восприятие всего сериала. Он оставил меня под таким сильным впечатлением, что я начала размышлять о том, чтобы поделиться им с вами. И считай, что год вынашивала идею для этого ролика. Так что все остальное за вами. А мне остается лишь подвести итоги. Если сравнивать то, как сериал начинался и к чему он пришел, возникает ощущение, что это абсолютно два разных произведения. От ситкома с примесью научпопа до космической Игры престолов. И это просто офигенно. Одна из главных причин моей любви к шаранутому космосу – многогранность персонажей. У большинства из них найдутся свои скелеты в шкафу. Астероиды в орбите, если вам угодно. Земля тому хороший пример. Да и те же спутники. Я понимаю людей, которые моментами ненавидят Ганимеда и Европу. Но у меня язык не повернется назвать их абсолютным злом. Да, у них сомнительные методы по решению проблем, но они могут сомневаться или дискутировать по поводу своих поступков. Это особенно видно в последующих эпизодах. Еще плюс в том, что когда нам закидывают какую-то проблему или комплекс персонажа, они его раскрывают и, черт подери, говорят об этом. Если не сейчас, то в будущем. Единственный минус в сериале – так это спонтанная реклама в середине серии. И в самой рекламе ничего плохого нету, но чаще всего это происходит так. Персонаж едва успевает договорить свою реплику, как резко возникает реклама сайта, компании или бусти. У них даже фирменного кетча для этого нету, что может немного испортить восприятие сцены. А так, у меня на сегодня все. Надеюсь, что если вы не смотрели Шика, то я смогла вызвать у вас интерес к нему. А если вы смотрите каждую новую серию, было бы интересно услышать вашу дискуссию в комментариях. И что ж, еще увидимся. И снится нам